Добрый день. Добрый день. Добрый. Вас что-то смущает? Вы напряжены как-то? Нет. Все нормально? Даете ли вы добровольное согласие на запись и публикацию интервью? Даю. Почему вы его даете? Просто даю. Просто даю. Пробуем связаться с вашей матерью. Сообщение доставлено. Вам есть что рассказать в принципе? Вот если пойти в произвольной форме в какой-то. Вообще, то есть у нас нету сценария, видите, нету списка вопросов, которые мне нужно задать, или мы можем поговорить вообще о чем угодно. Произвольно нет. Произвольной нет. Тогда давайте так, я спросил, что даете ли вы согласие. Представьтесь, пожалуйста. Я старший лейтенант Алсаев Тимур Дышич, командир мотострелкового взвода. Ваша дата рождения? 6 мая 98 года. 6 мая 90. Город рождения? Республика Бурятия, село Хоринск. Это вы, получается, бурят. Понятно. Когда вы зашли в Украину? Крайний раз. Давайте тогда по порядку. Вы старший лейтенант. Старшего лейтенанта вы когда получили? В прошлом году. В прошлом году. А что вы закончили? Дальневосточное училище. Ничего не говорит. Дальневосточное училище. Я так понимаю, что если вы сказали фразу «крайний раз», это значит, вы заходили несколько раз. Первый раз в начале. 24 февраля? О, давно у нас не было таких людей. Расскажите, где вы были 23 февраля? Как это вообще все происходило? Это вы командир роты? Командир взвода. Командир взвода. Со своим личным составом, где вы находились 23 февраля? В Брянской области. В Брянской области. Что вы там делали? Находились в лагере на границе. Это были учения, да? Или не учения? В Брянскую область вы когда приехали? В Брянскую область мы приехали в феврале. Опишите 23 число. Вы жили в палатках там? Или в казарме? В палатках. В палатках. Расскажите 23 февраля. Как вам ставили приказ, задачу, что будет происходить, что будет, планируется делать? Кто это делал? Ставили задачу просто зайти в Украину. Это кто вам ставил такую задачу? Командир старший пришел, сказал, что мы вот зайдем. Смотрите, это старший лейтенант, который попал по программе. Помните, он попал с подчиненным, да, со своим? Да. По программе нашей с Владимиром, там, где мы платим нашим военным за то, что не убивают солдат армии РФ. И вот так получилось, что мы берем интервью. Очень интересное. Пришел командир роты или... Командир роты. Вы в палатке, там офицеры, да, я так понимаю? Или все там были вперемешку? Вперемешку все. Ну, приходит он и говорит, идем в Украину, правильно? Да. Зачем? Конкретно он не говорил зачем, почему. Просто зайдем. Ваша реакция какая? Для кого-то непонятно было зачем. Конечно, были вопросы. А какие вопросы были? Зачем, для чего, насколько, почему. И какие ответы были? Конкретного ответа не было. Почему? Зайти в Украину, то есть если вы не знаете ответа для чего, то куда зайти? То есть куда вы должны Просто были? на территорию Украины. Границу пересекти и дальше что? И дальше там уже по обстоятельствам. Вы мотострелковые, да? Это что у вас в подчинении? Мотострелковый взвод. Да. Это у вас танки, БТРы, БМП. БМП. Сколько у вас машин? В взводе 3. 3 машины в взводе. Вы старший, понятно.
С личным составом в БМП сколько человек? 7 человек. 7 человек, и, то есть 21 десантник, грубо говоря. Или это не десантники? Пехотинцы. Пехотинцы. Что вы, сколько вам сказали, вы будете находиться в Украине? Говорили, ну, разная информация ходила. 3 дня. Ну, конечно, 3 дня мало верилось. Поэтому, ну, может, несколько дней, не знаю. Конкретной информации не было. Несколько дней. Хорошо. То есть вы должны были зайти там, грубо говоря, до недели. Если 3 дня, что вы с собой брали? Ну, БК из какого расчета, там, на сколько дней? Сколько 21 человек солдат, это сколько у них магазинов, там, патронов? Вам вообще говорили, что будет боевые действия? Ну, конкретно, конечно, не говорили, что прямое там столкновение там будет, но, по крайней мере, БК у нас было, и мы были готовы к любому развитию. Во сколько вы выдвинулись? Ночью Ну, ночью. Во сколько вы пересекли или вы не знаете? пересекли где-то утром. Телефоны мобильные были у вас? Нет, особо не было. Ну, у личного состава. Личного состава не было. А где их телефоны делись? Ну, оставляли в лагерях. Это был приказ такой? Всем оставить телефоны? Ну, да. А как объясняли, зачем такой приказ? Никак не объясняли. Просто типа команда всем оставить телефоны? Зашли вы в Украину, что происходит там 24 числа? В какую область вы зашли? В Черниговскую область зашли. Черниговскую область зашли. Через какой населенный пункт вы проезжали? Населенных пунктов было очень много. Названия сейчас и не вспомнишь даже. Докуда вы дошли тогда, давайте так. И что произошло? Когда первый раз вы попали под обстрел? Или был ли он вообще? Да, были обстрелы. Первый раз мы попали 24 числа. А, сразу 200-е, 300-е были? Насчет 200-х не знаю, но, по крайней мере, у нас подразделения не было. 300-е были. Что с ними было? Эвакуировали. Эвакуировали. Докуда вы дошли в Черниговской области? Ну, до города. До Чернигова дошли. Вы его видели? Первый день нет. Это вы заходили со стороны, получается, севера-востока, да? Ну вот Чернигов вы отсюда заходили. Ну вот если вот это Чернигов, тут Брянская область, и вы вот так вот заходили. Ну, где-то с севера или с востока. Ну да. Ну, с северо-востока вы заходили. Я ориентируюсь в той местности, потому что я сам из Чернигова. Что происходило? Вот вы дошли, в первый день вы говорите не дошли, во второй день дошли. Ну там впереди просто подразделения шли, кто-то дошел, кто-то нет, но мы в первый день Чернигов не увидели. А в какой день Конкретно вы увидели? я. Когда вы увидели Чернигов? На следующий день 25 числа. Что вы видели перед собой? Мне это реально очень интересно. пригород просто. Всё. Частный сектор. Ну да. И война, стрельба, да? Или не было ничего? Особо стрельбы я не видел, ну просто нас обстреливали и все. А вы чего дальше не зашли в город сам? Потому что мост взорвали. Мост был взорван, и Наши взорвали мост? Или ваши? ваши взорвали мост, и мы не смогли зайти в город. Ну, я знаю, какой мост взорван был, он до сих пор развален. Не смогли вы пересечь реку. Что вы делали? Какой приказ вам дальше? Рассредоточились в лесопосадках. И жили в лесопосадках? Да, отчасти.
Ну, В вы где? лесопосадках, в деревнях каких-то. В какой деревне вы находились? Я находился в деревне Шевченко. Шевченко. В какой хате вы жили? В частном доме. Кто вам разрешал в него заходить? Никто. Ну, кто вам разрешал вещами пользоваться людей? Никто. Сколько вы пронаходились в населенном пункте? День, Ну, два, три, неделю, не- месяц? Месяц. Месяц. Как вам наше соление, закрутки? Ну, вкусные или невкусные? Тут два варианта. Обычный. Обычные. Значит, вкусные, потому что вы их ели. Товарищ старший лейтенант, вы понимаете, что вы мародер? Докажите, что вы не мародер. Ну, я понимаю, что в душе сейчас у вас там, наверное, что-то борется. У нас беседа. Докажите, что вы не мародер. Я извинюсь перед вами, скажу, что извините, что вас назвал мародером. Вы можете со мной спорить, это даже не можете, это очень нужно, потому что мы хотим это ж понимать. Ну, вы мародер или нет? Вот, да или нет? Можете ответить на этот вопрос? Не хотите отвечать, не будем отвечать. Не будете отвечать. Ну, как бы... Ну, если вы брали чужие вещи и считаете, что вы не мародер, у вас в голове есть какие-то на эту тему мысли. Озвучьте эти мысли, почему вы не мародер. Ну, например, вы голодали, вам надо было есть. Это ответ на вопрос. Или просто было интересно, как тут у хохлов, чем они питаются. Какую Бывали случаи просто, что элементарно согреться, куртку возьмешь теплую, оденешь. Бывали случаи, что элементарно поесть. Нечего Те было, же поэтому... соленья возьмешь. А так, по большому счету, ничего лично, скажем так, лично в карман себе или что-то увезти, забрать, такого не было. Это у вас или у ваших людей тоже? У меня и конкретно у моих людей подразделений. Ну, то есть вы брали только вещи и еду? Ну, обобщаем. Ну, как бы соленье это еда. Вы сказали курточка, значит вещи. Ну, правильно? Ну, необходимо для конкретного времени сейчас. Это нормально? С какой-то стороны нет. С какой стороны нормально? Но если с какой-то нет, то с какой-то да. Правильно? Ну, это ваш ответ. С какой стороны это нормально? Ну, можете сказать, с какой нормально? Нет, не могу сказать. Ну, я по вам вижу, что вам тяжело даются ответы. У нас же без сценария. Мы говорим просто, вы сказали, что рассказать не можете, поэтому идем просто по вашей истории. Хорошо. Чем занималась месяц армия бомжей и нищебродов, которые вынуждены питаться за счет мирных в населенном пункте Шевченково? Я же могу утверждать, что у вас армия бомжей, если вы берете гражданскую одежду
носите. Я понимаю, что было холодно, февраль месяц. Но это же неправильно для второй армии мира. Но сейчас она вторая армия с конца. Вы тем более цельный старший лейтенант. Занимались охранением. Что вы охраняли? Просто посты, смены, дежурства. Сами себя, короче, охраняли. Ну, находились в районе. Занимались охранением. Понял. Сами себя охраняли, мародерили, воровали. Распивали спиртные напитки? Нет. Ну, а ваши, я не верю в это. Не верю, чтобы русская армия не бухала. Вы будете первые из 500 человек, там, с которыми мы пообщались, которые это сказали. Не, ну может какие-то... Ну, может, не в вашем подразделении. Вы реально месяц ни разу не выпили 100 грамм? Тоже не верю. В моем подразделении злоупотребления и распития спиртных напитков так такового не было. Может, в других частях, там, в других подразделениях, возможно, все, конечно. Обо всем и ни про что. Вы рассказывали случай, кому мы должны дать поощрение. Ну, у вас там был случай, когда напились, и кто-то в кого-то стрелял. Я же правильно помню? Ну, это опять же информация. Конкретно вот я этот случай, ну, скажем так, не застал, не видел своими глазами. Это просто информация до меня доходила. Да, расскажите людям про эту информацию. Там прикольная информация. 2 сослуживца напились и начали стрелять друг в друга. Кто в кого? Кто победил? Один стрельнул в другого. Звание первого, звание второго. Один был сержант, другой был офицер. Какой? В смысле? Ну, звание. Старший лейтенант, по-моему. Что стало со старшим лейтенантом? Его задухсотило. Ну, такой. Сержант, если ты смотришь это видео, ты лучший. Тебе подяка. Подяка — это благодарность. И что произошло? Посадили в тюрьму этого сержанта? Не знаю, может посадили, может нет. Не, Сейчас вы не тогда скажу. рассказывали по-другому. Его не посадили, а случай этот замяли. Так вы рассказывали? Нет, ну сразу-то и не посадили. Ну, сразу не посадили и потом не посадили. Война все-таки. Списали этого Старлея как задвухсотило от украинской. Ну, я так понимаю. Произошло это. Не знаю. Сейчас его судьбу я не могу сказать. Ну, понятно. А как фамилия убитого? Имя, Не знаю. отчество? Не знаю. Он был не с моего подразделения, поэтому... Я почему это спрашиваю? Потому что ваши смотрят наши видео и, возможно, они узнают, потому что кто-то сейчас ищет этого Старлея, потому что его подали как дезертир или без вести пропавший, а он уже давно закопан где-то у нас в украинском селе. Я исключительно из этих соображений и мотивов. Мне глубоко все равно, хоть он там... Я, конечно, если у него фамилия Путин, да. Мог это быть сын Путина какой-нибудь? Внебрачный? Нет? Да ладно, не мог, так не мог. Что через месяц сделали? Куда вы ушли, не ушли? В атаку пошли? Чернигов взяли такие? Нет, мы в Чернигов не нашли. Не дошли. Что с вами случилось? Это, получается, март месяц прошел, когда вы покинули... почему вы покинули или, как там, что там было? 1 числа нас вывели с территории Украины. 1 марта. Апреля. 1 апреля. То есть вы... правильно, март постояли. Был приказ, что? Отступаем, перегруппируемся, выходим. Выйти с территории Украины. Перегруппировка. Куда вы вышли? В Брянскую область тоже.
За этот месяц много было у вас 200-х, 300-х потерь техники? Ну, не особо. Не особо. 10 человек это много или не особо? Кто-то скажет много, кто-то скажет нет. Поэтому я спрашиваю там в числах. Вы там зашли в составе чего? БТГРа? Вот и говорю. Это сколько человек? 500 где-то, плюс-минус. Плюс-минус. Сколько из... 50 человек было 200-х, 300-х? Не могу сказать. Ну, что вот такое. ваша оценка, там, больше, меньше, плюс-минус 50, там, до 100 человек. У нас есть ответы на эти вопросы, потому что люди, которые были в ваших БТГРах, уже были у нас на интервью. И те, кто там выписывают истории, там, кто на картах расставляет, кто где был, они, это все знают. То есть есть люди, которые занимаются хрониками войны, они составляют там эти дорожные карты ваши. Это у вас как БТГР какой был по счету? Номер? Первый. Первый номер. А вы вообще сами из какой части, какой это там регионально? Армия там, не армия? Полное название можете сказать своего подразделения? Первый БТГР, первый рот. А до БТГРа, откуда, там, где вы проходили штатную свою службу? Мотострелковая бригада. Мотострелковая бригада. Пусть будет так. Вывели вы, что вы делали? Долго вы были в Рашке? 16 апреля мы зашли на территорию Донецкой и Луганской области. Это вы переехали, получается. Да. Там зашли, что делали? Тоже заняли какое-то село и жили в нем, или там активные боевые действия были? Активных боевых действий не было, мы просто потихонечку продвигались из одного района в другой, в третий, в четвертый. Вот так. Тоже это в составе БТГРа? Да. Долго вы продвигались и до чего вы допродвигались? Мы заехали в какую-то деревню. Буквально сутки прошло, мы двинули дальше. У вас были карты, где вы находитесь, что вы делаете? Старшего командования были, А у вас? младшего особо нет. Смартфоны были у вас? Смартфоны у кого-то были, у кого-то нет. Угу. После вывода, вопрос интересный, после вывода были те, кто отказались, отказники так называемые, отказались дальше принимать участие? Нет, не было. Все поехали, понятно. Продвигались, докуда вы допродвигались? Населенный пункт там был, название не помню. Мы доехали, мы вообще доехали до определенного рубежа. Сутки-двое, дальше поехали, там 2-3 суток, дальше в таком темпе работали. Далее, опять же, до населенного пункта доехали. Сутки, я про крайний населенный пункт. Сутки там переночевали, дальше в другой район поехали. Боев не было? Нет, боев не было. Боев... Обстрелы, конечно, были артиллерийские. А так... Докуда, и... Стрелковых боев не было. Да когда вы так по времени, сколько вы тогда катались? Если 16 апреля? Около 10 дней. То есть, грубо говоря, уже конец апреля. Да, конец апреля. Что произошло? Мы шли по лесопосадке и попали под обстрел, где меня ранило. Вас ранило. Вас эвакуировали. Эвакуировали. И куда вас повезли лечить? Куда вас ранило? Что это было за ранение? Осколочное ранение.
в районе ноги и ягодицы. В ягодицу. Так это 2 осколка было? Или 1? Да, два осколка. 2 осколка. Достали их там? Да. Ну, нет, они касательно пролетели. Ага, понял. А где вас лечили? В России. Ну, я понимаю, что в России. В Москве. В Москве. Что было после лечения? Сколько вас лечили? До когда? Потом около 2 месяцев, потом реабилитация была. Потом реабилитация прошла. Я вышел на службу. Находился какой-то период части. И далее снова приехал сюда. 3-й раз. Получается, 3-й. 2-го раза ранения не хватило. Понять, что сюда не надо идти. Мне интересна просто логика. Вам заплатили денег за ранение? Да. Сколько? 3. 3 миллиона. Что вы с ними сделали? Потратил. Я понимаю, что Купил квартиру. квартиру купили. Вот смотрите, человек поехал, повоевал, его ранили, купил квартиру. Сколько вы убили украинцев? Нисколько. Или вы просто не знаете? Нет, нисколько я не убил. Ну вы стреляли из оружия? Стрелял. Почему вы уверены, что вы никого не убили? Я стрелял на подавление огня. Межпосадочная стрельба такая. То есть там 100% не было никого? Подавление огня. Я не знаю, что это значит. Я понимаю, что если кто-то стреляет из автомата куда-то, то там кто-то, значит, должен быть или может быть. И, соответственно, пули летят в наших военных. Так, если типа логику какую-то преследовать. Правильно же я понимаю? Да, правильно. Все возможно. Нормально, квартира. Вот так, чтобы я видел там противника и вот так открыто стрелял. Из вашего подразделения кто-то убил кого-нибудь? Хвастались же по-любому. Стрелковых боев у нас особо, как я уже сказал, не было. Мы в основном находились под обстрелами. Как вам будет житься в квартире, купленной на кровавые деньги? Кровавое имеется в виду, это наши мирные жители, наши военные. Детей, как у вас есть дети? Нет. Как вам будет житься? Я знаю, как нормально, пофиг, тупо. Правильно я говорю? Человек, который поехал в Украину, его вывели, зашел 2-й раз, его ранили, вернулся, купил квартиру. А что за квартира, кстати, и в каком городе? В Улан-Удэ. В Улан-Удэ. Сколько она стоила? Около 4. 4 миллиона? Вы добавили разницу или были? Это новое или? Новое. Купил новую квартиру за кровавые деньги. Потом сделает себе детей, если сделает, когда поменяют. Будет жить. 4-й раз уже остается только 200-м побыть. Ранение было, плен был. Еще плен есть. После плена опять в части, опять сюда еще раз. Я так понимаю, будет? Думаю, что нет. Почему нет? С уверенностью сказать не могу. Короче, будет еще 4-й раз и будет старший лейтенант 200-м. Он не может до сих пор понять, что происходит.
Он не может понять, что он сейчас находится в плену, ему по сути подфартило. Третий раз вы когда зашли в Украину? 1 ноября. 1 ноября. Это уже была мобилизация. Чмобики были, да? Чмобик — это частично мобилизованный. В составе чего вы зашли? Я просто приехал, меня закинули в подразделение, кто это было, находилось. Вам дали личный состав? Да. Кто это был, личный состав? Мобилизованный. Мобики? Как у них подготовка? Разные. Ну, я понимаю, есть десантники мобилизованные, а есть директора магазинов. У вас кто был? Вам тоже взвод дали, да? Да. Сколько это человек? 20-30 по-разному. Не, вам лично сколько дали? Вы же что, не знаете, сколько у вас людей было в подчинении? Давайте так, по-другому. Это очень интересная история, потому что вы приехали 20 ноября. Или 1? 1. 1. Куда вы приехали? Ну, какой населенный пункт? В Украине Да, мы приехали в Сватово. в Сватово. Приезжаете вы, вам дают сколько человек? Мне не Сватово дали, я приехал в Сватово, меня сразу на позицию увезли. И как бы сказали, вот ты командир взвода вот этого. Вот этого взвода? И сколько там человек было? Около 20. Число около говорит о том, что вы не знаете точного количества. Вы реально не знаете, сколько у вас было солдат? Ну, они постоянно варьировали. Как это бывает, вы варьировали? То меньше, то больше? А кто определял, сколько их будет сегодня или завтра? Или они типа 300-й ушел, добавили другого? Да. Много было. Сколько вы воевали вот с 1 ноября до когда? В плен когда вы попали? 15 ноября я попал в плен. 2 недели воевали. Мы находились в лесопосадке. В лесопосадке, хорошо. Чмобики были как? С одеждой нормально было? Обмундирование, оружие, броники, квадрики, ночники, теплики. Все было? У кого-то было, у кого-то не было. Ну, я имею в виду, что какие-то подразделения нормальные были укомплектованы, у кого-то что-то было, у кого-то не было. Ну, мы говорим за ваше подразделение. Ваше подразделение было хорошо укомплектовано? Нормально Броники были у всех? были. Все, какого класса? 3-го, 4-го. Так вы как-то боитесь говорить. 3-го. Мне-то все равно какого. Я спрашиваю, потому что интересно. Возраст чмобиков какой был? От и до. Самый молодой и самый древний. От 21 до 50. Хотели они воевать? Разные мнения, конечно, были. То расскажите диаметрально противоположные. Ну, кто-то пришел по повестке. Были там добровольцы, конечно, но не так много. Спрошу тогда чуть-чуть по-другому. Были те, кто хотел именно воевать, освобождать что-то? Именно ярые такие? Ярых особо нет. Ну, все пришли по повестке. Ну, большинство. Короче, всех загнали, назовем это так. То есть, если бы не было повесток, я так понимаю, не было бы там этих людей. Можно так сказать? Ну, я же констатирую, исходя из ваших слов. Ну, за всех, конечно, не скажешь. Понятно, за всех. Как вы попали в плен?
Поставили задачу занять лесопосадку, Угу. провести разведку, занять лесопосадку и удерживать ее. Я собрал группу, пошел осматривать лесопосадку. Там оказались окопы Угу. украинских военных. Я зашел в лесопосадку и сразу под автоматы. Еще раз давайте. Какую группу вы собрали? Сколько человек? У нас было 10 человек. 10 человек. Вы идете в лесопосадку. Да, мы шли вдоль лесопосадки по тропинке. По тропинке. Что происходит дальше? Мы прошли буквально метров 200, остановились. Командир отделения доложил, что там разговоры, там кто-то есть в лесопосадке. Угу. Я зашел в лесопосадку. Вы пошли в лесопосадку? Да. Один? Я сначала подошел к командиру отделения, спрашиваю, что случилось. Он говорит, там кто-то есть в лесопосадке, разговоры слышны. Ну. И я подумал, раз не стреляют, все нормально, и, возможно, там наши. А вам что, у вас карт не было, чтобы понять, что там не ваши? И вы, старший лейтенант, идете бравым строевым шагом в лесопосадку. Так? Даже я знаю, что старший лейтенант должен отправить кого-то вместо себя на разведать. Но так у вас в армии написано, так рассказывают ваши военные. Офицер должен остаться, не умереть. Для чего? Чтобы командовать. Правильно? Ну, так это типа у вас в уставе написано. Нам штабные ваши офицеры рассказывали. Ничего, вы нарушили устав, пошли и сами. Вместо того, чтобы отправить тройку людей на разведать. Я подумал, что там вы Я не понял. слышали. Нарушили устав, подумали, что там свои. Заходите вы в лесопосадку. Что там? Чук-чук-чук, да? Что там происходит? Глубоко зашли в лесопосадку? Ну, это же самая интересная часть нашей беседы. Потому что вы разговариваете так нехотя, выдавливая все ответы. Ну, заходите вы там, окопы от края лесопосадки через сколько? Метров 20, Тупо сразу, короче. можно так сказать. Да, и что там, автоматы на вас сразу. Зашел в лесопосадку, да, получается, и меня сразу под автоматы. Сколько человек у вас под автомат? Сначала я увидел, одного, потом второго. 2 человека были. Ну, а что они говорят? На немецком? Хандехох? Нет, на русском. Да ладно. Даже не на английском? Что они говорят вам? Оружие на землю. Вы, честно, Из оружие. Украины. Мы из Украины. Добрый вечер, мы из Украины. Из Украины. И что вы, ложите оружие, потому что вы живой, вас не расстреляли. Ложу оружие. Что они дальше? Забрали оружие, и все. И так меня взяли в плен. И все? Или было продолжение? Я знаю, было продолжение. Затем они еще одного взяли. Как они второго взяли? Также подозвали. Одни сами кричали? Они кричали, и потом сказали, чтобы я кричал. И что? Я просто прикалываюсь, это прикольная ситуация. Наши взяли старшего лейтенанта в плен, и потом, они же видят остальных, да? Они знают, особо... И они Там кричат, кусты, идите деревья, сюда, еще. да? Да, они кричали, идите сюда. Потом говорили мне. И ты кричал, Я вы кричал. кричали. И что, приходит еще один. Еще пришел еще один. Нас двоих взяли в плен. Остальные, что не пошли вас освобождать? А затем началась стрельба такая короткая.
пару очередей. Наши? И украинские военные, и российские военнослужащие, ну, обменялись Ну, буквально ну пару всё, очередей пару друг другу, очередей, да, и друг что другу. дальше? И все, и на этом все закончилось. Куда делись 8 человек еще? Да ладно, Либо отошли, ну, отошли, скорее всего. бросили. Своих бросают, проверено. А сколько наших там всего было? Человек 7-8. Ну, плюс-минус одинаково. Вас взяли в плен какое подразделение наше? Ну, там, Збройні сили, батальон какой-то, правый сектор. Збройные силы. Ну, просто вооруженные силы, да? Вооруженные силы. Или спецназ, или кто? Нет, вооруженные силы. Ну, вооруженные силы. Дальше был ролик на канале, есть, как старший лейтенант с товарищем говорят, что взяты, я не помню, вы говорили или наш военный говорил, что взяты для обменного фонда? В телеграм-канал подписались, нашли этот ролик, ссылка в описании. А кто сейчас до сюда досмотрел, ставим лайк, подписываемся, делимся видео. Да, вы в плену, собственно говоря. Смотрим, там мама ваша ответила или нет. Будем ей вызванивать. По сути, стандартная история. Единственное, что очень плохо, что человеку не хватило второго раза после... Она посмотрела. Она просмотрела. Можете отправить ей голосовое сообщение, чтобы она перезвонила? Привет, мам. Перезвони, пожалуйста, на этот номер. Говорю, печальная ситуация, что человек трижды заходил в Украину, по сути, попробовал уже все. И ранение, и плен, осталось попробовать побыть 200-м. Желания воевать у него нету, но если его отправят, он пойдет. Я правильно понимаю? Ну, вы так сказали. Есть что-то добавить интересного? Ну, кроме того, что вы классическая армия нищебродов, воров и мародеров, вы сами это подтвердили, когда рассказали, что брали еду и теплые вещи, что ненормально. Армия, которая бросает своих при первом боестолкновении, что тоже как бы нормально, приблизительно 400 человек или там 300 по нашему интервью точно так же были брошены, кинуты. Вы почему-то решили проявить дартанизм и пошли в лес сами, тоже себе такое решение. Чмобики, как поняли все, со слов воевать не хотят, их просто пригнали сюда. Ну там просто стандартная классическая схема под угрозой там, уголовного преследования. Кому нужна эта война? Для чего она? Ну, вы 3 раза в ней, по сути, поучаствовали. Кому она нужна? Я на такой вопрос не готов ответить. Не готовы ответить? Вы не знаете ответа или вы не можете отвечать? Не знаю. Почему буряты считаются самой кровожадной народностью, которая принимала участие? Это исходя из хроники того, что мы все видели.
что происходило в Киевской области, что вы делали с мирными людьми, изнасилование, убийство, жесткое мародерство. Почему так? Почему у вас в крови вот эта ненависть? Мне кажется, это неправильно. Правильное высказывание. Неправильное высказывание мое? Или что неправильно? Если я неправильно высказываю, В каждой нации есть и хорошие, и плохие люди. И вот так говорить, чтобы... вы хороший человек или вы плохой человек? Лично вы, как вы себя можете характеризовать? Я понимаю, это сложный вопрос. Хоть он простой по сути. То есть он звучит просто, а ответ на него, наверное, такой себе. Вы хороший или плохой? Позитивный или негативный персонаж во всей этой сказке, истории? Я не буду себя характеризовать. Не можете или не хотите? Ну, как-то неправильно будет. Хотите, можете меня спросить, чтобы я вас охарактеризовал. Если хотите. Не хотите. Ну, потому что вы знаете ответ. Я его только что сказал. Что было 350 лет назад? Как Бурятия очутилась в составе вот этого всего колхоза? Присоединилась. Как это было? Поход был к царю Петру. К Петру. Сколько от Бурятии, от Улан-Удэ до Питера, где был Петр? Достаточно далеко. 1000 километров. 1007. Как вы себе представляете, 350 лет назад, ну тогда суперджеты не летали, короче, и машин было немного. Сколько нужно людям времени, даже там на лошадях совсем, преодолеть это расстояние? Не умереть, там все вот эти истории. Ну, сколько этот путь может занять? Год-два, может. Год-два. То есть собрались ваши какие-то там, из прошлого чуваки, говорят, пойдем-ка мы, короче, к Петру, попросим, чтобы он нас присоединил. Так это было? Ну, так написано у них в истории, правильно? И такие, хорошо, пошли, взяли там торбочки и пошли. При этом рядом какие у вас страны? Монголия. Монголия, еще какие? Китай. Китай. При этом и Монголия, и Китай тогда были более развиты, чем Рашка. Вы же знаете это. Ну, Китай, понятное дело, там со своими культурами. Почему буряты не пошли к китайцам? Давайте дружить, берите нас к себе. А пошли туда. Вы можете на бурятском языке обратиться к своим и передать им привет? Я такой-то, такой-то, передаю привет своей семье. Очень надеюсь скоро оказаться дома. Можете на бурятском языке сказать? Ну, это простая вещь. Я на украинском могу даже такое сказать. Вы можете? Могу, но не буду.
Потому что вы не скажете. Я правильно говорю? Документы в Бурятии на каком языке ведутся? Документооборот. Вот у вас там заседают местные ваши депутаты. Ну, официально на русском. Бурятский язык преподается? Да, Преподавание в школах на каком языке? на русском. Ну, вы понимаете, к чему я подвожу? К чему? То, что на русском языке все. К тому, что понятие народность Бурятия, она скоро исчезнет. Вы не можете сказать эту фразу на бурятском языке, потому что я это знаю. И вы знаете то, что я это знаю, поэтому про это и говорим. То, что бурятский язык полностью искореняется на протяжении многих лет. Вы писать можете на бурятском языке? Могу. А тогда говорили нет. Нет, я не говорил, что не могу. Вы говорили, вы можете читать, вы не можете говорить. Как-то так вы тогда говорили. Ну, что ли, получается. С трудом на родном языке. А история-то совсем другая, не такая, как вы рассказали зрителям, про то, что буряты пошли на поклон к Петру, потому что с Украиной такая же самая история была. Когда казаки пошли и просили, дайте, возьмите нас к себе. Нет, это то, что вливается в истории, в удобной истории. На самом деле история там была следующая. На протяжении 2 веков Рашка, точнее ее там казаки, там всякие вот эти вот, по сути, для них буряты были рабы. Они их захватили, и 2 века, 200 лет над ними там издевались, насиловали, причем что мужчин, что женщин, всех грабили, там, все вот так вот и было. Потому что у них чуть-чуть было лучше вооружение на те времена, и поэтому всю народность вот таким вот образом и покорили. И чтобы потом удобная история была, им на протяжении многих лет вливали, что 350 лет назад буряты пошли к Петру и попросились присоединения. Нет, все было не так. Это было насильственное присоединение Бурятии к Рашке, по сути, как и с большинством других народов. А у них в голове царь-то хороший, потому что они ж попросились. Есть буряты, которые рассказывают историю, кому интересно, в Ютубе есть каналы, там есть правдивая история, как это все было на самом деле. Но только эти летописи и эту историю прячут. Она неудобная для РФ. Вот и все. Все очень просто. Поэтому и молодой человек знает эту историю, но, естественно, он не может этого говорить. По обычным, по понятным причинам. Потому что он понимает, что с ним будет, когда он вернется. Хотя с ним ничего не будет. Так, ваша мать не берет трубку по непонятной причине. Она видит сообщение, она видит звонок. Я сейчас в этом месте нажимаю на паузу, потому что у нас все интервью происходят без нарезок. Какая разница во времени? 5 часов. 5 часов? Давайте последний звонок сделаем. Вы свяжетесь в любом случае, когда этот... Я так понимаю, вам беседа не зашла? Или зашла, или не зашла? Или вы думали, не берет она трубку, хотя видит, что звонки приходят? Добавить вы тоже ничего не хотите. Я предлагаю тогда... Ко мне какие-то, может, вопросы есть? Нет. Нет? Сколько вас раз сегодня били? Нисколько. А вчера? Нисколько. Тоже не били? А сколько раз вас били на протяжении всего плена с 15 ноября?
Нисколько. Вы А почему вы так долго отвечаете? Вы типа вспоминали все дни или вы хотели... Ну, если били, то вы скажите, что били, оно так и останется. Ну, почему? Ну, просто люди точно так же будут спрашивать. Он думает, перебирает, ваши ж будут писать. Вас заставили со мной поговорить? Нет. Ну, значит, на этом будет точка. Отправить голосовое сообщение матери. Да, записывайте, отправляйте. Привет, мам. У меня все хорошо, все нормально. Не переживай. И перезвони на этот номер, как только сможешь. Не перезвонить, не перезвоните. Отправить голосовое сообщение вам. А вы потом уже перезвоните. Отправь мне голосовое сообщение, а я тебе как только смогу наберу. Да. Самолетик. Да. Ну, куда она перезвонит? Я же не буду около тебя находиться все время. Интересно. Разные режимы вам. А что ты так, нехотя говоришь? Что случилось? Что такое? Неудобно, может, на камеру разговаривать. А что неудобно на камеру разговаривать? Что в этом такого? Непривычно. С автоматом бегать. Привычно был военный, да? Непривычно. Эх. Реально пойдешь воевать 4-й раз? Реально я не хочу и не хотел. Не, то, что не хочу, не хотел, это же разные вещи. Если тебя после ранения отправили, то, ты просто, когда я тебя спросил, после плена попадешь в часть и отправят тебя еще раз 4-й раз. Реально, если отправят, пойдешь? Это же ненормально. Это же бред. Согласен. После ранения отправлять уже не должны были. Ну, не так. А? Телевизор работает? Украинский язык выучили? А, вы на русском смотрите, да? Ты же говорил, что ты на русском, на бурятском не разговариваешь. А? У меня мать-то на бурятском разговаривает. Ну, потому что она взрослая. А вы, я так понимаю, молодое поколение, уже язык свой даже не помните и не знаете. Ты же тогда рассказывал-то. Я же ничего не придумал. Не, я его знать-то знаю, понимаю, но не говорить трудно. А ну, вот скажи, как реально будет. Мне чисто, я просто хоть какие-то... Как привет будет на бурятском? Менде. Менды? Менде. Менды? Менде или Сайнбен. А как будет привет, у меня все хорошо? Менде? Ну, просто никто не говорит на бурятском, интересно, как это хоть звучит. Вот хорошо, я не помню, как у меня будет Намде. Как? Намде.
Намде это что? у меня. У меня... И то Менде, Намде... НМД Не, ну, привет у меня как будет? с МНД Саенбана НМД. А хорошо, не помнишь. А телевизор у вас на каком языке валит? А, ну, на русском. Ну, что если... На русском. Есть бурятский канал? Нет, каналов нет, но передачи есть, новости на бурятском есть. Блядь, закончилась жидкость. Всё жидкое. Типа заканчивались. Ну, да? Жидкость потеряла. Сейчас голова закружится. Или уже кружится. Да нет. Все, докурил.